Я знаю, что вы не любите решать качественные задачи и уж тем более их описывать. Поэтому давайте я вам дам алгоритм для решения таких задач, чтобы упростить вам жизнь. А заодно повторим, ну или пройдем тему индукции электромагнитной. Начинаем с электромагнитной индукции. Первое, что мне хотелось бы, чтобы вы помнили или сейчас поняли, что у нас электричество всегда порождает магнетизм. То есть, смотрите, если есть у нас провод с током, например, идущим от нас, то там по правилу буравчика вокруг него возникают вот такие концентрические окружности, по которым направлено B, то есть магнитное поле. Причем нам абсолютно не важно, какое электричество, там, какой ток, постоянный или переменный. Он всегда порождает магнитное поле. А теперь, как у нас магнитное поле влияет на электричество? Только переменное, то есть магнетизм, только переменный порождает у нас электричество. Рассматриваем следующий пример. Есть у нас некоторое замкнутое, ну, например, кольцо, да, из какого-то проводника, ну, металлическое кольцо. И здесь как-то направлены линии магнитного поля B. Вот они, его пронизывают. То есть, ну, например, просто мы магнит поднесли, да, вот сюда. И, соответственно, будет направлено каким-то образом B. Так вот, если этот магнит просто стоит, то есть, если поле B постоянно, то ничего не будет происходить. Ну, металлическое, там, ну, может, притягивать его будет. А теперь мы начинаем, допустим, это B увеличивать. И вот здесь надо ввести следующее понятие. Поток магнитного поля. Поток — это у нас само магнитное поле, умноженное на площадь вот этой вот поверхности, через которую проходит это B. А еще умноженное, естественно, на косинус угла, потому что нас интересует именно перпендикулярная составляющая. Поэтому мы берем вот этот вот уголок альфа и здесь пишем умножить на косинус альфа. Отлично, это поток. Давайте подпишем. Так вот, друзья, если поток будет меняться, подпишитесь, пожалуйста, вам ничего не стоит, а мне офигенно поможет. Вот это вот, если поток будет меняться, то появится ЭДС. Меняющийся поток приводит к появлению ЭДС индукции или просто напряжению в этом кольце. Еще раз, если меняется поток магнитного поля, пронизывающий замкнутый контур проводящий, то в этом контуре появляется ЭДС, ну, соответственно, появляется какой-то ток. И был такой умный дядька Фарадей, который записал свой закон. Закон этот выглядит следующим образом. ЭДС индукции, который возникает в замкнутом контуре по модулю, равняется изменению потока магнитного поля за изменение времени. Вот что вам нужно знать про электромагнитную индукцию на данный момент. Можете прям заскринить себе этот листочек, пусть он будет с вами. Еще одну штуку, которую надо понимать, это правило Ленца. И запомните ее следующим образом. Все хочет оставаться в покое. Слово Ленц, и очень есть аналогия прикольная, лениться. То есть все любит лениться. Да? Что это значит? Вот у нас есть квадратная рамка. Ну, опять же, замкнутый проводник. И мы начинаем через нее увеличивать B. Значит, увеличивается поток. Но все хочет оставаться в покое. Короче, рамке нравилось, вот сколько через нее потока было, ей бы так и хорошо жить. А тут мы начинаем его зачем-то увеличивать через нее. И она начинает пускать свой индукционный ток таким образом. Ну, то есть помним, да, что если изменяется магнитный поток, то появляется электромагнитная Е-индукции, короче, ЭДС-индукции. Значит, появляется ток в проводящей рамке. И он будет направлен таким образом, чтобы нивелировать, ну то есть, чтобы снизить уменьшение этого F. То есть, магнитное поле от появившегося внутри тока будет направлено против, вот сюда.
Это B, назовем его B индукционное, B индуцированное. А как надо направить ток, чтобы B индуцированное было направлено влево? Получается, смотрим по правилу буравчика, да? Опять вот мы вкручиваем буравчика, значит, вот сюда вниз. Если и здесь получается то же самое, да, все правильно. Вот так будет направлен ток. А если бы мы уменьшали B, то наоборот, у нас ток стремился бы компенсировать, то есть туда направить магнитное поле индуцированное. Правило Ленца. Теперь на примере одной задачки покажу общую схему решения вообще всех качественных задач. Итак, медное кольцо подвешено на длинных нитях вблизи катушки индуктивности, закрепленные на столе и подключенные к источнику постоянного тока. Изначально цепь разомкнута. Как будет двигаться кольцо, когда мы, получается, замкнем цепь? Итак, смотрите, любую качественную задачу моментально объять очень сложно. То есть раз и сразу начать писать решение, но если ты там 10 лет с этим не работаешь и не решил уже 1000 качественных задач таких. Поэтому всегда качественная задача раскладывается на шаги. И эти шаги надо себе схематично прописывать. Итак, смотрите. У нас замкнули цепь, значит появился плюс-минус и потек вот так вот ток. И мы это прям так и записываем. Ток в катушке начинает увеличиваться. Но мы помним, что ток в катушке не моментально увеличивается, он увеличивается как-то постепенно. Значит, в катушке появляется, рисуем стрелочку, стрелочки важны, поймете потом для чего, появляется магнитное поле. Причем направлено оно вот так, в катушке, да? Причем это магнитное поле катушки, тоже себе это подписываем. Соответственно, смотрите, если здесь есть B, то и через кольцо тоже появляется какое-то B. Это мы прям так и записываем. B в кольце тоже появляется и начинает увеличиваться. Отлично. А теперь та информация, которую я вот вам сейчас давал. У нас, если B увеличивается в кольце, значит увеличивается поток через это кольцо. И мы также это схематично записываем. Это наш черновик. Потом мы будем это оформлять. Если увеличивается поток, то появляется индукционный ток, ЭДС индукции, которая приводит к появлению индукционного тока. Смотрите, как мы по шагам потихонечку все расписываем. Значит, вот здесь в кольце будет появляться индукционный ток. А теперь вспоминаем, он будет направлен так, чтобы скомпенсировать там, по правилу Ленца, да? Скомпенсировать увеличение. То есть таким образом, чтобы уменьшить увеличение F. Потому что все хочет оставаться в покое. А если у нас появляется ток, то появляется сила ампера. Причем сила ампера будет направлена таким образом, чтобы оттолкнуть это кольцо, да? Чтобы уменьшить увеличение F. Если у нас появляется сила ампера, значит появляется отталкивание. Так и записываем. Отталкивание. Все. Значит, кольцо начнет отталкиваться влево. Дошли до сюда. Но нам нужно дальше еще объяснить, что будет происходить. И здесь как бы второй этап. У нас ток в катушке будет увеличиваться не до бесконечности, а до какого-то I, да? То есть он в какой-то момент станет постоянным, константа. И если он становится постоянным, то уже B, то есть магнитное поле в катушке, тоже становится постоянным. А значит, магнитное поле в кольце становится постоянным. В кольце тоже становится постоянным. Отсюда следует, что ЭДС индукции пропадает, то есть становится равным нулю, потому что уже нет изменения потока. Отсюда следует, что сила ампера становится равной нулю. И отсюда следует, что кольцо возвращается на место. Возвращается. Смотрите, мы с вами сейчас потратили там 3-4 минуты и расписали себе такую схему. А как вы будете дальше поступать на экзамене? Вот это нужно написать словами.
А стрелочки означают переход от одного к другому. Вот давайте, например, здесь. Какой у нас будет переход от ЭДС-индукции к току? Нам нужно сказать здесь, например, про правило Ленца. То есть это тоже себе можно подписывать. Здесь F возрастает, поток возрастает, значит появляется ЭДС-индукции. Здесь можно сказать про закон Фарадея. И вот так далее вы идете, и у вас по пунктам получается цельное решение задачи. И так нужно поступать абсолютно в любой задаче качественной, которая требует там больше, чем одного хода. Успехов вам! Подписывайтесь, будем разбираться дальше.